Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз, перемены, развилка. Конец июня, начало июля. И если мы говорим конец июля, то это энергия Юпитера в раке, добрая энергия эмпатии и гармонии. И это на год. А если мы говорим об июле, то это Уран в Близнецах и ломка шаблона. И это на 7 лет. Давайте рассмотрим то, что сейчас для нас скрыто. И мы не будем задавать вопросы, мы просто два направления с вами разложим по картам. И вот это первое направление, это то, что скрыто, то, что мы пока сейчас не видим. Попробуем с вами через подсказки карт, как альтернативный вариант, рассмотреть ту цепочку развития событий, которую нам предложат карты. Кто предупрежден, тот вооружен, да? Ну и второе направление – это что нужно успеть сейчас, может быть, в июне. Это та тема или тот вопрос, который сейчас требует внимания, чтобы или что-то правильно завершить, чтобы потом с правильной ноги наша жизнь пошла, или сейчас какой-то не упустить момент. Вот давайте вот этот момент перехода или развилки, перемен попробуем с вами рассмотреть на картах через подсказки. И первые карты, которые мы с вами достаем, что же там скрыто для вас, мои дорогие скорпионы. А вот смотрите, какое-то важное решение, туз жезлов. Всегда жезл словно делит нашу жизнь на период до и после. Вот что-то подобное может начинаться либо с информации, или это ваше собственное решение. И по этой карте это желание, безусловно, что-то продолжить. А уже к чему-то и нет никакого интереса. Но это может побудительным мотивом быть, когда вы хотите сами что-то достичь, какую-то тему развивать. По сути дела, карта освещает будущее. Но если мы говорим тот период, который прошли до этого времени, мы что-то сделали тоже не зря. Что-то нас как будто подводило вот к этому итогу или к этой точке своего рода невозврата. Давайте посмотрим, что же еще скрыто, с чем это связано вообще. Ну, оно и понятно, это карта выздоровления, тройка мечей. Как бы мы к этому не относились, и посмотрите, нам здесь словно ледяное сердце. Это раньше нас какая-то история ранила. Или был действительно, может быть, в вашей жизни тот факт, который, ну, от ваших желаний, настроений, от вашей эмпатии не зависел. А как обстоятельства меня смотрят люди из разных стран. Мы столкнулись с какой-то внутренней болью, от которой было очень сложно избавиться. И теперь это всегда ведь карта, которая говорит, эта ситуация, она была в прошлом. Но прошел очень сложный период, может быть и длительный, тут у кого как. Прежде чем ты пришел в себя или уже какой-то точки невозврата, опять же, ты сумел выбраться из каких-то разочарований или из того жизненного какого-то тупика, когда ты вообще, может быть, в период какой-то не видел, как же действовать, куда идти дальше, словно замер в невесомости. И по тройке мечей мы прошлое оставляем как богатый опыт, как ситуацию. Но это нас не ранит. Уже ни разу не про эмоции. И вот это ледяное сердце. И говорит здоровое равнодушие в отношении либо чего-то, либо кого-то. Этот опыт нам будет дальше помогать, что скрыто. Ты прошел это все не случайно. Тут вам что-то по судьбе. Понятно, у каждого своя какая-то судьбоносная была ситуация. Но, тем не менее, был какой-то камень преткновения, который вам было сложно как перешагнуть. Или согласиться с чем-то, или смириться. Но вот теперь вас это не цепляет. Значит, какой-то прежний опыт, даже если это проб и ошибок, мои дорогие скорпионы, он вам теперь будет в будущем помогать. И вы поймете, зачем это все было нужно по Иерофанту. Здесь будет возможность, причем не только уйти от каких-то разочарований, а укрепить собственные позиции. Иерофант у кого-то может говорить о том, что вы оформите важные бумаги, получите важный документ. Может быть, кто-то будет оформлять отношения или, в принципе, наводить порядок, как и в отношениях, как и в документах, в какой-то, может быть, и системе отчетности. Может быть, вам и придется отправляться
к чиновникам или узнавать, как правильно по закону действовать. Вы уже не хотите каких-то прежних повторений. И поэтому тут больше аккуратности. Ведь карта Иерофанта – это да, это человек, который мудрый человек. Это своего рода философ, который отстраненно, ну где-то с этим здоровым равнодушием смотрит на те вопросы, которые мы не можем исправить. И в нашей жизни не все в сфере наших влияний или даже воздействия находится. Это касается людского мнения, это касается точно так же обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы, кто с чем столкнулся. Но, видимо, теперь быть аккуратнее, осторожнее и отстроить вот эту новую, как стезю или новый жизненный этап, когда нам приходится и учитывать, но и прошлый опыт нам в помощь, учитывать именно новизну или учитывать то, что еще новые методы не отработаны. Осознание – это у нас великий шаблон. Это как программа в компьютере, которая уже написана. И нас сознание будет уводить вот именно к тем нашим привычкам или вот к той программе, которая уже многократно опробована. Сознание часто ошибается. Почему? Потому что не анализирует. Иногда нам дает подсказки, как будто вгоняя нас еще раз в прежнюю ошибку, потому что программа, опять же, она есть. Она понятна нашему сознанию. А для того, чтобы решить какую-то тему, проблему, нам нужно подняться на уровень выше. Потому что, находясь на том же уровне, мы эту проблему не решим. Нам нужно стать выше этого какого-то вопроса, который вас вот в это разочарование вверг. Или нам нужно научиться как-то по-другому взаимодействовать с миром. Может быть, у кого-то вопрос работы, денег. Но здесь может быть такая ситуация, когда вы составляете какие-то важные документы, и в конечном итоге это тоже фундамент. Все-таки Иерофант нищий не бывает. Но как это сделать, к примеру, на конец июня? Вы можете пока еще не представлять. И карта тогда нам будет говорить: и к тебе могут, Скорпион, обращаться за советом. Но и ты допусти, что ты многого не знаешь. Прежние методы, как мы говорили, не работают. А новая вот эта программа, вы ее только создаете. Вы только как будто учитесь. Что скрыто? Что еще скрыто для вас, мои дорогие Скорпионы? Ну вот, наверное, вот лестница, да, на уровень выше мы поднимаемся. Потом, возможно, мы топчемся на месте. Мы же должны осмотреться, понимать, в каком мы месте находимся или как идут мои дела, как идут отношения. Может быть, перевести словно дух, прежде чем мы пойдем дальше. Ну вот шаг за шагом дорога наверх, дорога к успеху, десятка чаш по максимуму. Здесь и личная жизнь, взаимодействие вообще, вот, наверное, сфер жизни, взаимосвязь между ними, они и приносят вот это чувство гармонии, возможности и спокойствия определенного. Потому что по десятке чаш это правда. Вот та эмпатия, когда мы понимаем, что, заходя в свой дом, у нас есть люди, которые нас любят. То есть история любви явно какая-то присутствует в вашей жизни или личной жизни. Явно кто-то, может быть, решит выйти из одиночества, расширить контакты собственные, позволить новым людям войти в вашу жизнь, несмотря на то, что прежняя была история с большим минусом. Но это также сам по себе дом, и значит вопросы недвижимости, вопросы денег, вопросы благополучия, так вот, знаете, в квадрате, в степени, как будто возведенные. И у вас такие возможности. Вы сейчас только на первом этапе. Вы сейчас, когда прошлое уже завершилось, а будущее еще не родилось. И что мне с этим делать? Как мне с этим взаимодействовать? И вот все то, что я говорила по этим двум картам, для вас очень актуально, потому что на кону ваше счастье, ваше благополучие. Что скрыто? Семерка жезлов. Вы знаете, я могу допустить, что у вас все равно продолжатся какие-то контакты вверху, тройка мечей, с теми людьми, которыми были контакты прежде, и, может быть, вы не всеми остались довольны. Кто-то был виновником как раз вот этих разочарований, а тем не менее по семерке жезлов, хотим мы или нет, нам придется с ними контактировать. И здесь самое главное – держать нейтралитет, держать как запасной аэродром. Вот я часто говорю об этом. Для чего это нужно? Потому что тут будет очень важно
не вынести раньше времени какого-то вердикта. Возможно, вам и захочется так вот, знаете, наотмашь кому-то сказать «нет». Или наоборот, поспешив кому-то сказать «да». И не первое, и не второе. Мы должны отступить полшага назад и хорошенько продумать, а нам это вообще нужно? Куда приведет эта история? Или что я буду делать, если завтра я останусь один на один? Или повторится какая-то грустная история? Вот я лично, что я буду делать? Мне вот это принесет помощь или какое-то вдохновение? Или участие в этом деле, в работе? Ну, в каком-то деле имеется в виду, даже, может быть, какую-то миссию там вам отводят. То есть, насколько это продуктивно, насколько для вас это служит каким-то прогрессом. Но люди, они как будто будут. Мы думаем, может быть, по некоторым вопросам, что мы уже поставили точку. Нет, скорее всего, взаимодействовать придется. Двойка мечей, и из-за этого мы можем как в тупик в какой-то, или чувствовать себя в этом тупике. Но теперь уже вот именно та мудрость вам помогает. То, что на уровне вашего желания и одновременно мудрого решения лежит какой-то выбор. Двойка мечей – это всегда, с одной стороны, выбор, с другой стороны, тупик. И явно два меча, а когда у нас выпадает туз мечей, один меч, я часто говорю, это выход из лабиринта. А вот до этого лабиринта это вот эти как раз тупики, когда мы ищем выход, но каждый раз словно на глухую стену натыкаемся. Вот что-то подобное, мои дорогие, это то, что скрыто, правда? Какая-то пусть даже мелкая ситуация, скорее всего, с людьми, которые пытаются на вас как-то взаимодействовать с вами или вас к чему-то приобщить, склонить, все то, что я говорила. Вот на что-то не согласиться и себя еще раз в этот тупик не ввергнуть, чтобы вот эта путаница у вас окончательно закончилась. Хорошо, давайте мы узнаем, что же в дне сегодняшнем, до конца июня, что нужно успеть. Чему нужно уделить внимание, что нельзя оставить на потом. Ну, по пажу это мы всегда, правда, учимся. Может быть, и есть конкретные детские вопросы. У кого-то может быть и расставание в личной жизни. Остались дети, остались нерешенные вопросы по части недвижимости, денег, имущества. Здесь все равно какое-то взаимодействие, все же оно предполагается. С другой стороны, у кого-то это может быть проект. Тот проект, который вы рассматриваете по бизнесу, по работе. По пажу чаш нам нравится этим заниматься. С другой стороны, это может быть и знакомство. Но по этой карте незрелость проходит все-таки. И поэтому сказать, что если мы про знакомство и новый человек в нашей жизни, ну тогда не бегите впереди паровоза. Эта карта говорит, позволь себе узнать человека поподробнее. Но пока вот что так быстро что-то прояснится, конечно, сказать нельзя. Это само по себе знакомство, и это прекрасно, чтобы не было одиночества, чтобы не было разочарований. Но пока еще рано делать выводы. По королю жезлов это может быть даже новое знакомство с таким человеком, который притягательный. У вас, мои дорогие скорпионы, словно хочется быстрее вот сделать этот прыжок. Вот эту преграду между прошлым и будущим преодолеть, а я говорила, прошлое, да, оно завершается, а будущее еще не родилось. Поэтому тут невозможно быстро как-то, потому что если быстро, не есть правильно. Может быть, не столкнуться еще с какой-то минусовой ситуацией, которая будет отчасти напоминать дежавю. Контакты должны быть продолжены, правда? Если есть тот человек, который как идейный или вдохновляющий лидер, и неважно, кто это будет, девушка, женщина или мужчина, тут мы все разные. Может быть, это и ситуация по работе, когда нас тоже тут в какую-то идею могут втянуть, но, видимо, надо хорошо понимать, в этой участвовать идее придется нам самим, а если будет нам нужна помощь, конкретный человек вряд ли придет на помощь. Вот, кстати, две карты об этом. Вот интересно, да где же надо тогда успеть? Может быть, что-то подобное есть, а тут нужно рассчитывать на самого себя. Вот смотрите, основное направление, наверное, до конца июня – ваша независимость. Но эта независимость, она не строится на том, что мы выносим вердикты. Это мы как раз совершаем, наверное, вот этот аккуратный маневр,
отступаем полшага назад, уходим от каких-то расприй и продолжаем взаимодействовать с людьми, но у нас уже нет иллюзий, потому что есть какой-то либо собственный план, либо есть что-то более ценное, более весомое для вас, мои дорогие скорпионы, что требует вашего внимания. И я должна сказать, я люблю эту карту, никто не мешает. Вот есть такое значение. Отшельник, ему невозможно помешать. Это мудрец, это философ. Он все видит словно насквозь, как через рентген. И неважно, что ему транслируют. Его невозможно купить, налезть и расслабить, замылить как будто, да, глаза. Невозможно. Но его и невозможно расстроить обидными словами. Ему все равно, кто там что думает. Потому что он сам себе задумал что-то свое. И поэтому именно это продолжение заслуживает внимания. Вот это нужно успеть. Может быть, не пустить себя в тираж между чужими желаниями. И где-то новые истории, может быть, такой вдохновленной по части дел сердечных. Здесь нужно быть осмотрительным, как и по работе, так и по личной жизни в отношении новых людей. Что нужно успеть? И вот, наверное, действительно, будьте аккуратны с новыми знакомыми. Неважно, что вам тут транслируют. Может быть, вы и чувствуете сильное притяжение физическое. Вполне вероятно, мы ведь все разные. Но дополняя все то, что я сказала по пажу чаш, я надеюсь, это видно. Вот рыцарь чаш именно в этой колоде. Холодная, кстати, колода. Я ее несколько лет вообще не употребляла в прогнозах, раскладах. Так вот, если это не видно, поверьте, нам показан молодой человек нелепого вида, сидит также в нелепой какой-то позе, и почему-то чаша у него на голове, но какая-то дурацкость проходит. И лицо его выражает то, что словно он отвечает: «А я не знаю». Вот, наверное, бойтесь таких людей, которые ненадежны. Это правда, я не знаю. Вот какой-то инфантилизм по отношениям есть. И по рыцарю чаш нам карта говорит: вдохновиться моментом, как я уже говорила, это прекрасно. Строить далекие планы или думая, что это что-то на века, на года, это пока преждевременно. Пройди вот этой тропой, да, развития отношений. Посмотри, как человек откликается, сам пронаблюдай. Куда-то вот не торопись с выводами, это точно. Это по части новых знакомств, это точно. Может быть, по части работы, что нужно успеть. По королю жезлов вас может кто-то вдохновить идеей. Или, может быть, вы сами хотите быстро вот этот квантовый скачок совершить. А аркан звезда нам говорит: да, для тебя, Скорпион, нет ничего невозможного. Но ты приготовься на более такую длительную дистанцию. Не получится, мы уже об этом говорили, вот так вот быстро перепрыгнуть. Потому что карта звезда – это выбор правильного направления. Но это марафонский забег. Лет на 10-20. Нет ничего невозможного. И если у тебя хватит настойчивости, мудрости и то, что ты готов какой-то проект буквально, может быть, пройти, или начальный этап в одиночку, но надейся сам на себя. А у кого-то из вас вопросы встанут даже по части переезда, потому что нужно, к примеру, совершить переезд, и вы выбираете, да, как между прошлым и будущим. Может быть, этот переезд необходим по работе, по бизнесу, или еще какие-то задачи перед вами. Но тут, наверное, это тоже быстро не произойдет, но до конца июня вам с этим придется определяться. Одним словом, какое-то направление вам нужно успеть для себя определить. Что нужно успеть еще? И ни с кем не поссориться, наоборот, помириться. Я уже это все говорила по аркану Отшельник, кстати. И это карта Первой Победы, когда мы, если начнем тут что-то доказывать, мы ничего не докажем. Как будто и человек останется при своем мнении, и мы останемся при своем мнении. А здесь у вас какая-то программа на долгий период времени. И поэтому, может быть, и будет важно сгладить острые углы с теми персонами, когда вам придется с ними контактировать. И если у нас нет такой напряженности в отношениях, нам легче обратиться к человеку, начать какой-то диалог, даже самый простой.
И наоборот, если мы расстались вот так вот, да, разошлись, как в море корабли, и значит нам сложнее, ну, буквально сказать здравствуй, да, даже вот есть такой момент. Вот это вас не должно сдерживать, потому что у вас два старших аркана. Это ваш какой-то жизненный путь, это ваша миссия, вот именно ваша, лично, то, что хотите вы. И аркан-звезда говорит о длительности периода и возможностях. Поэтому хоть и хочется вот так вот одним махом все навести порядок или с чем-то закончить, но все-таки все карты нам говорят, для тебя сейчас главное выбрать вот это самое направление. Но пока отшельник ведь никому ничего не рассказывает, куда он пошел и зачем. Поэтому и вам буквально где-то умение взять вот этот запасной аэродром или уйти в тень, да, помогает, чтобы буквально на будущее не было конфронтации. Мы действительно не видим, с кем еще нам придется контактировать. И часто нам кажется, ну все, наконец-то могу выдохнуть. Вот какая-то история дурацкая закончилась, а потом тебе такое дежавю. Как... А еще один урок жизни, наверное, или урок судьбы. Нас обязательно какая-то ситуация столкнет с этим человеком, и нам придется с ним искать какие-то взаимные точки или точки взаимодействия. Давайте достанем карту совет, мои дорогие скорпионы. 13-й старший аркан. Это карта окончания. Я надеюсь, все правильно понимают, особенно вы, что 13-й аркан – это совсем не про смерть. Это карта трансформации. Ну и, пожалуй, все то, что я сказала по двум позициям, что нужно успеть и что сейчас скрыто, а тем не менее, оно уже как витает в воздухе. Вот момент перехода, по сути дела, развилка, мои дорогие, она вам и выпадает. Какой-то очень важный выбор, где я, да, если мы говорим о месте жительства, с кем я, кто рядом со мной, кто мое ближайшее окружение, кому я могу доверять, какие мои планы в плане именно ваших личных устремлений, ваших достижений, чистолюбивые планы. Тут вы тоже определяетесь. И это все где-то конец июня. Видимо, перезагрузка начнется в июле. Может быть, будет больше определенностей, может быть, будет и больше информации. Но мы уже не пытаемся удерживать прошлое. Поэтому аркану именно в этой колоде, я надеюсь, видно хорошо. Представьте себе, мои дорогие скорпионы, что вы идете по зимнему темному лесу, и вдруг на дорожке вам появляется лошадь. Лошадь такая, которая не существует в реальности, а это появляется как какой-то образ, и она смотрит вам в глаза. Лошадь – это как прообраз действий, активности, и она идет вам навстречу. Это как будущее пытается выйти вам навстречу и напоминает о том, что какой-то прежний путь, он уже пройден. И вот этот зимний лес, деревья, как через темноту, через сумерки, выглядят безжизненными. Но карта нам говорит, это только зимой. Наступит весна, и все оживет. С приходом весны все вновь расцветет. Но какой-то прежний жизненный этап вас, как и научил чему-то очень важному. И этот опыт вы не можете оставить без внимания. Но и вы сейчас находитесь в том жизненном отрезке, когда уже нужно смотреть на пару шагов вперед. Точно, аркан Иерофант, причина и следствие. Вот таким был наш расклад, вот такая развилка, правда, нечего добавить. Поэтому отпускайте все то, что пытается оттолкнуться от вашей жизни. Встречайте все новое. Но, может быть, и не восторженно вот так, хотя даже очень хочется, а очень осторожно. Все карты вот двух позиций, которые мы с вами рассматривали, они как раз об этом. Потому что нам еще придется ведь по этому темному лесу какой-то этап пройти жизни. Может быть, это у кого-то в несколько дней, у кого-то недель. Но, по крайней мере, вот такой совет старшего аркана. Здесь на вас влияют и обстоятельства, мои дорогие. И у каждого свои. Значит, и пережитый опыт предыдущий, он не должен пройти даром. Какие-то явно по опыту будут для вас подсказки. Но и вот эта перезагрузка есть в вас, мои дорогие скорпионы, именно та часть вашей души, которая давно просит полета.
Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и я благодарна за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.